Все-таки приятно, когда твои домашние близко воспринимают то, чем ты занимаешься, и понятно, что им это не безразлично. Накануне второго дня снимал видео по кулинарии, ну и сижу, проверяю микрофон. Раз, из-за угла. Противогаз. И исчезла. А это была моя любимая. Спустя какое-то время на кухне, там уже занимаюсь всем этим, Ляля прибежала, отдай ей курице и все. Но я дал маленько, она просит еще. Я понимаю, что еще и не надо. Я говорю, Ляля, отстань, больше не получишь. Из-за угла, опять любимая. Ляля, сделай ему стыдно. Женская солидарность, и ты понимаешь, что ты живешь в большом дружном коллективе. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье. В сегодняшнем видео мы проведем испытание второй плиты косорез от Above the Tie S2. Это слант, но с открытым гребнем, то есть гребнем с открытой гардой Open Comp. Вы на крупный план посмотрите поближе, что у нас сегодня будет на обзоре. А я начинаю, а вы догоняете, а я уже начал. Все. Вот если в эту кучку добавить еще парочку гемов, в эту кучку добавить еще штанков 7-8, возможно даже 10, и сверху все это заполировать клинковыми, 3-5, которыми я вот прямо сейчас бы с удовольствием побрился, то это в некоторой степени сможет создать представление о том, какое решение приходится принимать перед каждым обзором по бритью. То есть хочется и это, но приходится все организовывать при помощи формулы «хочется, надо», «нужно, хочется». К сожалению, при великому, за мной еще куча долгов. Взять к тому же, как хоть, к примеру, я не знаю, станок идеала от Эльназа, стартовый набор недорогой, бюджетный, который ребята, Сергей, по-моему, прислал с этого, не с Гонконга, а где же он был-то, с Таиланда, по-моему, откуда-то оттуда. Это все нужно было показывать, но я все еще до сих пор не могу это показать. И вот как это все решить, к сожалению, получается, что не очень-то получается. Очень бы хотелось показать все то, о чем я вам сказал. Хотелось бы Масамона взять, наконец-то уже попробовать голову 1.18 с открытым гребнем. Прежде чем принимать решение, вообще будем мы ее производить, не будем. Сейчас мы сделали 12 штук. Из этих 12 штук уже штук 6 разошлось. Одну я себе оставил. Очень хочется гемами попробовать. Но, работаем по формуле, и благодаря этой формуле сегодня будет Above the Tie. Потому что надо будет все это уже собрать в кучу и отправить Сергею. Хоть он сказал, что это не горит, но все равно уже тему закрыть и вот идти дальше. Итак, сегодня будет Above the Tie, слант, голова S2, открытая. Поехали, посмотрим более подробно. Последний раз у нас на обзоре была голова S1. Тот же самый слант, но закрытый, то есть Solid Bar. Качество изготовления, да, ребята, несомненно, конечно же, понравилось, но финиш все-таки у этих голов будет разный. Если мы возьмем, к примеру, S2, то посмотрите, как они отличаются. Видите, да? То есть явно. Это даже пополированное, а это как из-под резца вышло, так и вышло. Кстати, насчет из-под резца. Я знаю, что если мастер хороший, на самом деле хороший, то, выбирая соответствующие инструменты, выбирая соответствующий режим резки металла, можно подобрать такой режим, что после фрезы изделие будет выглядеть как зеркало, как полированное. То есть никаких финишных обработок дополнительных уже в принципе-то не нужно будет. И зная все это, глядя на то, какие здесь смотрите, радиальные рисочки такие, я вполне себе могу допустить, что здесь, в принципе, все из-под фрезы. Но это, конечно же, не исключает слесарку, потому что какой бы финиш не был из-под фрезы, он будет касаться поверхности. А все эти заусеночки, там все эти уголочки, фасочки, то есть все 5-10, их-то никто не отменял. То есть слесарить все равно нужно. И тем не менее, посмотрите, как здесь все шикарно сделано. Не нужно будет слесарить, если, допустим, вы будете применять еще какой-то инструмент, типа шабера или еще чего-то. Тут неизвестно, как они все это делают. Факт остается фактом. Выглядит все красиво. Красиво и достойно. А по поводу того, что они все делают вручную, ребят, тут я вам вообще ничего сказать не могу. Потому что глядя на все это, смотрите, качество какое, да?
И как компания заявляет, что вот цена обусловлена не только тем, как это сделано, но еще и тем, что это делается вручную. Ну хорошо, ладно, вручную. Ну а как, если, допустим, вот взять и так вот, и вот вы не сильны в металлообработке, и вам скажут, что смотри, вот это сделано на ЧПУ, а вот это сделано вручную. Вот как вы будете определять, по каким критериям, что вот, да, действительно, вот это ЧПУ, и да, действительно, вот это вручную. То есть как вы будете на все это смотреть? Вот для меня это загадка. Я, например, в этом не очень хорошо разбираюсь, что вот я не могу отличить изделие после ЧПУ и после ручной работы, потому что и там работал, в принципе, это один станок. Разница лишь в том, что там программа, а здесь человек руками делал. Вот как это определить? Вот я вообще загадки. Если, например, вот взять нижнюю плиту, да, и скажут, что вот смотри, вот это сделано вручную, а вот на эту тебе скажут, что вот это на ЧПУ. Но я приму это за чистую монету. Да, я вот бороздки от тонкой фрезы я и там вижу. Да, качество изготовления я вижу точно так же и там, и там. Но как определить, где ЧПУ, а где ручная работа? Вот это вот для меня загадка. Ребят, кто разбирается в металлообработке, кто знает ответ на этот вопрос, будь ласка, ответьте, пожалуйста, потому что для меня это чрезвычайно интересно. Я вот сам так вот на глаз не могу определить, где ЧПУ, а где ручная работа. Для меня и там хорошо. То есть вот такой вопрос. Это мой личный вопрос. Он, возможно, я не знаю, может быть, я просто не знаю на него ответ. И на производстве пробовал, спрашивал, там мне сказали, что так не определишь, что и так, вот, то есть практически нереально. А вот что вы думаете об этом, мне вот интересно. Так, ладно, вернулись от этих вопросов, давайте уже к действительности поближе. S1, Solid Bar, закрытую убираем в сторону. Сегодня у нас будет S2. Финиш, как я вам уже показывал, здесь несколько другой. Смотрите, поблестящий. С этой же стороны изменения, да, видны, но не так, чтобы критично, потому что хороши обе. Что та, что это. Но, несомненно, блеск здесь, конечно же, маленечко побольше. Единственное и серьезное кардинальное отличие – это в самой гарде. То есть здесь уже идет гребенка. Для того, чтобы испытать всю эту красоту, давайте, наверное, все-таки я поставлю RPL. Почему ее? Потому что гребенка, она все-таки теоретически даже должна чуть-чуть маленечко быть поагрессивнее. И я боюсь, что эта агрессивность ее выбьет в разряд станков среднеагрессивных. А если это так, то было бы верхом глупости ставить сюда какое-то такое лезвие, средней острости или острое для меня лично, потому что я боюсь, что оно меня ухайдокает, как тузик грелку. А РПЛ, как ни крути, все же мягкое. Поэтому с РПЛ я рискую меньше всего. Но если я почувствую, что да, сюда можно поставить что-то более такое серьезное, то первый претендент, это, конечно, зеленая Астра. Вот ее и воткну. Давайте посмотрим на вылеты. Вылеты нормальные. Тактико-технические, параметрические, они, в принципе, от S1 ничем не отличаются практически. Эта плита чуть-чуть полегче. А размеры все те же самые. Естественно, здесь чуть-чуть, совсем децл, ввиду того, что длина 41,2 тоже будет выпирать. Вот сегодня этой красотой и хочу побриться. А какую же ручку взять? Я кардан сюда прилепил по одной простой причине, что я пищу от кардана. Он мне нравится, он мне реально по кайфу. Но я боюсь, что если он среднеагрессивный попадет, а я еще и ручку металлическую сюда поставил, не ржавую, то как бы мне грустно не стало. Поэтому я вот хотел повыбирать маленечко из этого что-то. Подобное у нас уже было. Это тоже нержавеющее. Это мюхля. Или мюхля, или какую-то люминьку. Но не кардан, потому что с карданом это будет слишком. Если она попадет среднеагрессивно, да еще и тяжелая ручка. С одной стороны, есть, конечно, плюс. Я буду стараться меньше давить, а эта ручка даст такой шанс еще больше, потому что она голову выводит из зацепления. Смотрите, тут баланс куда смещается. То есть он сантиметра 3,5, наверное, выходит даже где-то от головы. Видели, да? То есть, как бы обезопасиваю сам себя. А с люминкой он наоборот сместит. Так, короче, что голову ломать? Вот давайте вот с карданчиком и побреюсь, потому что
во-первых, не ржавая, а во-вторых, будет голову выводить из зацепления, ну, в смысле, из давления. Я буду стараться меньше давить, а еще голова обезвесена. То есть мне это легче будет додаваться. Вот такая моя мысль, может быть и кучеряво, как-то витиевато выраженная. Вот так будем бриться. И, кстати, там ребята в комментариях что-то писали по поводу анодированного, оксидированного алюминия, что там типа краска слезет, там то все, 5-10. Ребят, ну это не масляная краска и не ацетоновая. Взяли алюминий, покрасили. Это как бы, сами понимаете, другое. С целью проверить вот такие или подобное высказывание, я взял вот эту вот ручку и бросил на хранение в этот пакет вместе с нержавыми. И где бы этот пакет не кантовался, эта ручка всегда здесь. Ну, как она пошоркана, вы видели только что. Все детали из алюминия, которые идут там в авиастроение, там, я не знаю, велосипеды делают или еще что-то, ну, и они же тоже как-то покрываются. Ну, и как велики ездят, ракеты летают, самолеты носятся. Так что вот как-то так. Все, с этим разобрались. Мыло. А мыло сегодня будет волк. Хочу я его повторить, потому что в последний раз, когда я его держал в руках, стоять, бояться. Не получилось мне с ним раздольно помахать, а хотелось бы. Поэтому я взял ложечку, как советовал Сергей, наколупал маленечко и забил вот в эту чашечку. Это походный скаттл от всемирно известной американской компании. Ну и благодаря Геннадию я, конечно же, могу вам все это показать. Скаттл на самом деле скаттл. Здесь есть вот такая резиновая пробочка, там вот внутри, видите, пустота. Дондышко туда наливаете горячей водички, закрываете этой пробочкой. И благодаря вот тому, что это типа термос, вы можете вот побрить. Чтобы не обжечь руки и не замочить, есть у вас вот такая штука. Ну, для цепкости еще наверняка будет позволять ручка. Ручка небольшая, не маленькая. Для такого скаттла, скорее всего, она более чем. Ну, то есть больше здесь ручку делать, ну, сами понимаете, это уже как уши у чебурашки будут. Поэтому какая есть, такая есть. Какая есть. Для среднестатистического человека 3 пальца высота, ну, это будет история коммуналки. Ну, то есть, вот никак. 2, ну, 2, тут уже как бы, ну, я не знаю, уже малосемейка. Тут уже пройти можно. Один вольготно. Тут вполне себе living room. То есть уже можно жить там, однокомнатная квартира. Как держать? Да миллионами способов. Как вам удобно, так и держите. Тут в принципе все позволяет, все нормально, все хорошо. Хотите как скаттл использовать, хотите как просто чашу. Дальше сбивайте пену. Внутри вот эти вот радиальные насечки, вернее вертикальные насечки есть. Они, конечно, вам помогут. А радиальные, за них я ничего не могу сказать. С моей точки зрения, это просто эстетика. Потому что они тут явного функционала никакого не несут. Помогать сбивать пену? Нет. Ну как? Вы же не так сбиваете, правильно? Вы же вот так сбиваете. Ну и как оно тут помогать будет? Никак совершенно. В ребра жесткости, да как бы они тут тоже не упали, учитывая материал и то, что эта поверхность находится внутри. То есть сам конус по себе это уже ребро жесткости. И дополнительные вот эти вот радиальные насечки, они как бы здесь вообще ни к селу, ни к городу. Я думаю, что это простая эстетика. Вот и все. Потому что убери их, и будет ровная поверхность. Ну, так красивее, согласитесь. Ну, вот такие вот штуки и есть. С этим и побреемся. Что нам будет помогать? Наконец-то я могу взять в руки тот самый помазок, который у меня от Яков идет под номером 2. Первый кофемолка, а второй этот. Почему что? Первое самое очевидное. Он великолепен по соотношению цена-качество. За те небольшие 20 с лишним долларов нам предлагают помазок с 2 видами кистей. Хотите синтетика, хотите барсучок. Это ж, ребята, это ж Dassault Fantastic, как говорят во Франции. То есть это просто хорошо. Это первое. Второе. Он сам по себе небольшой. То есть хотите так. Взяли быстренько все поменяли. И вот вам за одну цену 2 помазка совершенно разных. Думал вначале синтетику. Она здесь, ребята, очень достойная. Не смотрите вот на этот необычный вид. То, что вот она так расчерчена, это, конечно, привыкните. Я не сразу привык, но привыкну. Таргет такой, мишень, соответственно, какая-то определенная. Но сама синтетика по себе хороша. Она
и по внешнему виду, и по вот боковым ощущениям она несколько напоминает кабанчика, но не с жесткостью, по видению в работе, а по жесткости, вот поэтому верху это не самый мягкий колонок, который я видел в синтетике. Конечно же, это не мюля дорожная. Даже у самих яков есть еще здесь помягче. Но, тем не менее, это очень достойно и нареканий вызывать не будет. Ну, а что касается барсучка, ну, ребят, ну, это тот самый барсук, который есть во многих помазках яков. Просто он здесь идет в комплекте. Вот такой, сказать, full set. Поэтому синтетику сегодня уберем. Мы простых путей не ищем, а будем работать сегодня кабанера. Ой, господи, барсуком. Вот им сегодня и постараемся набить пену. А в конце мы все заполируем вот такой простой штукой от белорусских производителей, который называется Белита, по-моему. Да, Белита Мэн, бальзам, сливки после бритья, уход. Вот такой штукой сегодня все и сделаем. На этом все. Пошли бриться. Я предварительно налил чашу. Сколько в нее входит, в конце видео мы с вами выльем вот в этот вот утюжный стаканчик. Ну и посмотрим, насколько сохраняется тепло. Пока тепло. Не скажу, что как-то так, знаете, супер-пупер. Но пластик, он легко проводящий. Поэтому вот сейчас на первом месте комфорт. А что будет дальше, посмотрим. Так, помазок у нас уже замочился. Убираем лишнюю влагу. Узел втыкается в середину и ходит вот так вот. А края вот эти, они выгибаются и ходят по периметру чаши. Так, чуть-чуть водички. По размерам они сопоставимы. То есть, да, я бы сказал, что этот помазок для этой чаши очень даже ого-го. Ну, посмотрите, получается он насколько выходит. Поэтому рука выведена из необходимости стукаться по чаше. Все у нас полезло на стенки. Угу. Мыло, которое я взял, практически все выработано. Вон там уже ничего не осталось. Помазок забит полностью. Ну и вон, смотрите, по периметру еще маленечко у нас разбежалось. В принципе, я думаю, что для бритья у нас все готово. Усики. Есть усики. Пошли бриться. Хорошо. У меня какое-то предчувствие, что сегодня должно быть необычное бритье. Интересно. По ряду причин. Во-первых, волчару мне понравилось, как я сбил. Во-вторых, Open Comp, сланд, да плюс еще с тяжелой ручкой. Мне интересно самому для себя проверить ту теорию, которую я вот только что придумал. Что вот этой тяжелой ручкой я вывел голову из зацепления, а благодаря тому, что общая конструкция станка значительно выросла, не надо будет сильно упираться. Достаточно будет просто голову подвести к лицу, сказать фас и отпустить. Давить не будет, потому что ручка перевешивает, а будет идти по своим весам, потому что он весь тяжелый. Так ли это? Сейчас посмотрим. Потому что тут легко может не сработать. Допустим, я где-то просчитался. Допустим, поставил не то лезвие. Нужно было поставить не то мягкое, которое, сочканул, да? Очканул и поставил. А можно было бы поставить поострее что-нибудь. Ну вот сейчас все это и будем проверять. Батарейки сегодня все покончались. 2. Ну и пришлось рекордер подключить к розетке, поэтому на лампочку розетки уже не осталось. Так что вот сегодня, ребят, с таким освещением. Намочим, но не только чтобы он мокрый был, но чтобы и голова еще согрелась. Все-таки железо. Посмотрим. Первая сработала. Голова абсолютно выведена из зацепления. Сейчас придется себя еще контролировать, чтобы не поддавливать.
М, Пока интересно. Вчера написал один из подписчиков, не стал запоминать имя, сама проблема запомнилась. Он говорит о том, что у него беда против роста под носом. Каждый раз, когда он это делает, как будто утыкается. А везде все нормально, все хорошо. А вот тут тырс и все. Я ему посоветовал понадкусывать. Он говорит, ну я так делаю. Но все равно вот как натыкается. Сейчас я еще раз на практике покажу, что я советовал. Ну а потом уже, вот если что, человек сможет сказать, вот, собственно, так он делает или нет. Чуть-чуть воды под скольжение. Опять не проверил. Что-то как-то это... Запах реально слабже у этого мыла. Да и пена куда-то вся подевалась. Что за фигня? Удивительно. Станок идет чрезвычайно мягко, не пойму, как это могло произойти. Может быть, что-то срезал. Ну, а что вы смеетесь? На коже бывает, растет что-нибудь, и мы это срезаем. Так, ну и последний проход.
Вот, подошли. Сверху вниз у нас уже есть, поперек у нас уже есть, а здесь волосы растут сверху вниз. Так вот, сейчас я должен пройти снизу вверх, это и будет проход поперек. Но у нас-то проблема, станок затыкается, поэтому я ставлю станок не так, а вот так под углом. Такого хода еще не было. Был такой, а наполовину под 45 градусов не было. Это я поднадкусил, а теперь уже спокойно выставляю и под 90 градусов. Я вот это имел в виду. Если вы так уже пробовали, у вас не получается. Ну, блин, тогда помощь зала, звонок другу. Я уже не знаю, что сказать. Это вот пацаны, может быть, в комментариях что-нибудь наговорят, но у меня больше вариантов нет. Если в этом месте засада снизу вверх, хотя на всем остальном лице хорошо, мой вариант только понадкусывать. Ну, второй вариант, но это уже, как правило, забить. На один проход прошел, ну там на 2 максимум, и забить. Но, судя по всему, вы привыкли выбиваться вчистую, поэтому вот такой ответ. Ну что ж, один срезал, второй, да вроде бы и все. Теперь компресс, ах да. Что у нас по мазкам? По мазкам у нас вот. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Жиденькая. Воды я перебабахал. Видите, да? Как она ползет. Опять я с ним накосячил, ё-моё. Ну ладно, компресс, а там уже автошейф. Не для меня цветут сады, не для меня Дон разольется. Что-то девичий смех, что-то, да? Не для меня, что-то вот такое. Ой, уже который день она у меня в башке сидит, блин, никак не отпускает. Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, там сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. И сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня. Ну вот как-то так. Так. Белита. Беличита. Та-да-та-та-та-та-та. Да, контроль первого вскрытия. Все как положено. Фольгу снимаем. Так, они очень-то она снимаются. Производитель маленько схлыздил. Кончик не оставил нифига. И тут придется сейчас что-нибудь придумывать. Так, а что у нас тут придумывать-то? Вот так вот просто. Жестоким способом отковыряем. Много не буду. Посмотрю, как расходится, потому что влажные ладони, влажная кожа на лице. По влажному хорошо расходится. Ну, ребят, выскабливаться специально не стал, потому что OpenComp, ну его нафиг, береженого Бог бережет. Но вот сейчас по молочку я бы вот здесь вот, наверное, еще разочек-то прошел. Да, вот здесь вот разочек можно было бы. Вот эти места неплохо пробрил. Ну, свое вот это любимое место. А вот здесь все just perfect. Все хорошо. Вообще супер. Впитывается, быстро впитывается. Автошейф. Ну, Белита. Все вы ее знаете, она достаточно недорога. Я бы сказал, что это бюджетный сегмент. Но, несмотря на свою недорогую цену, в принципе, это продукт себя оправдывает.
То есть, если вам только бриться, то есть вам шашечки, вполне себе нормальный продукт, можно спокойно брать и можно спокойно им пользоваться. И все будет хорошо. Не первый раз они на обзоре, частенько уже бывали. Но за молочко вот сейчас вот еще скажу. Да, оно впитывается, но пока ничего не впиталось. Чуть позже к нему вернемся. По запаху же такое легко-ментольное. Такое, знаете, не прям там ментол, а вот что-то игривое какое-то. Вот такое вот. То есть понятно, что он там есть, но не такой, чтобы на по шарам, слезы не бегут. Но запах вы его ощущаете. Вот кто любит запах ментола, он здесь в полной мере присутствует. На лице, это даже не 40-градусный мороз, это скорее всего, ну вот было лето и прошло, да, потом хлоп, вы утром просыпаетесь, а вода на земле замерзла, вы наступили на льдинку, она хлоп, треснула, а на улице-то не холодно, а льдинка есть. Ну, вот что-то вот такое на лице. То есть, с одной стороны, да, вроде как ментол есть и пахнет, но такого какого-то раскардаша нет. То есть, кто думает, что ему там ментол как даст сейчас, ребята, не ваш случай. Не даст. Он здесь даже меньше, чем я для себя планку поставил. То есть, вот его меньше даже, чем дежавю. Так вот где-то примерно. Высох уже. Совсем. Без испарины. Хороший продукт. Я бы им пользовался. Терпеть ненавижу, когда вот такое молочко на лице оставляет испарину, то есть он впитывается, а потом вот так раз коснулись, а вот здесь вот испарина идет. Ну, неприятно. Понятно, что это не смертельно, можно и с этим жить, и ничего не будет, и все хорошо, жизнь продолжается, но лучше без нее. Так что, Белита. Помазок. Ну, мое отношение к нему за все это время не поменялось. Какой он был универсал, таким универсалом и остался. Чем более, учитывая его стоимость, ребята, ну, это просто must-have. Если вы думали за барсука, там сумма совершенно смешная, что-то 20-25, по-моему. Плюс ко всему, вам довесок еще идет и синтетика. Бери, не хочу. То есть это 2 в 1, и достаточно удачная комбинация. Мыло я, мне кажется, опять не разгадал. Что-то я надеялся вот на такое, а получилось как-то, ну да, на побрейся, но больше не проси. Ну, то есть вот только побрейся. Что я сделал не так, опять что-то накосячил, вот тут я не понял. Досада. Хотя, в принципе, пацаны-то и в WhatsApp, и в ВК объяснили, разъяснили, там, набирать так, воды не жалей. Нифига сейчас не жалел. До того не нажалелся, что она аж вон побежала. Ну, то есть, я фиг его знает, ребят. Вот, что-то я вот не готов по мылу говорить. Но вот по запаху Волк мне гораздо больше нравится. И уходовых у него ничуть не меньше, чем у Трауса. Ничуть не меньше. Да я бы даже сказал, прилично. Он опять же в ту же самую категорию попадает. Мыло, после которых автошейв как бы и нафиг не нужен. Потому что ваша кожа, она уже ухожена. И это чувствуется. Особенно после компресса. Вы компресс снимаете, а на лице вот это вот шагрень. Вот именно шагрень. Когда ты ведешь, оно не то чтобы гладко, а знаете, как такой вот прям бархат на грани нулевочки. Что-то вот такое. Ты вот его чувствуешь и пушистость какая-то образовалась. Это странно, это непривычно и чертовски приятно. Как-то вот так. Станок. Да я не думаю, что я заигрался с ним. В принципе, комбинацию подобрал, мне кажется, верную. Да, тяжелая ручка вывела из работы голову. И, в принципе, даже временами, местами были какие-то такие, знаете, моменты, что хотелось поддавить. Но если себя удерживать и все-таки не давить, то да, на самом деле станок брил под своим весом. Несмотря на то, что в паре мест я там что-то срезал, все-таки, в следующий раз я бы, например, вот в эту комбинацию поставил бы зеленую астру. Мне кажется, рапира, она, да, неплоха, но все-таки зеленая астра, мне кажется, все-таки здесь больше бы подошла. Вот какой-то, знаете, шика не хватало. Вот такой вот. И вот его так, и она попалила все. Вот что-то вот типа такого. Хотя мне кажется, что это станок на это способен. Но вот с этим лезвием мне удалось. Но зато отделался малой кровью, срезал всего 2 лишних части с лица. Ну, раздражение. Вот оно, смотрите, практически отсутствует. Ну, а что касается выбритости, я думаю, что я выбрался где-то примерно на 4,5. То есть в паре тройки мест здесь есть все-таки где собрать. ДФС остался. Ну, ДФС для меня. Для вас здесь все выбрито.
но я-то его чувствую. А во всех остальных местах такой вполне приличный себе дельфинчик. Особенно под носом понравилось. Вообще хорошо, вообще супер. Я думаю, что это последний выпуск с косорезом от Эбадзе Тай. И если так вот взять, просто подвести черту, то для меня эти станки, они, если коротко, ну не мое. Вот не мое. Вполне себе отдаю отчет, что есть люди, которым они нравятся, что есть люди, которыми восторгаются. И слава богу, это очень хорошо. Значит, они нашли отклик в чьих-то сердцах. Ну, вот так вот, если не мое. По агрессивности они между 0,9 и 0,69, хотя парни там ремарку оставили, типа, а что ты так сравниваешь, там много у кого старт есть. Ну, ребят, 1500 станков, ну, я думаю, что много. По крайней мере, если я так скажу, то наверняка люди поймут. Но если по обычному, то у него получается между R89 мюлли и HD34. Причем, вот если это расстояние взять от 89 до 34, 89 для меня средне агрессивных, 34 в верхней части мягких станков, так вот это расстояние, если разделить пополами, то на 3/4 он ближе к 89, а 3/4 ему еще до 34. Комфорт 34 он практически еще сохранил, но уже начинает утрачивать, и на повестку дня уже выходит чуть-чуть лезвие, некоторая такая агрессивность, хотя, конечно же, до злючести вот этой вот агрессивности R89 он не дотягивает, явно не дотягивает. Поэтому вот это не мое пальто. Ну вот, скажем так, это песня не из моего репертуара, это не герой моего романа. Да, я с ним побрился, но так, чтобы вот на постоянку и чтобы восторгаться, нет, что-нибудь другое. Не или что-нибудь хорошее мягкое, или хорошее агрессивное. Вот там, да, там больше шансов достучаться и услышать какие-то салют-нации там или еще чего-нибудь. А так, повторяю свой вопрос. Если у нас на канале есть люди, которые хорошо разбираются в металлообработке, ребята, будь ласка, подскажите, пожалуйста, как можно вот так вот просто визуально определить, что да, этот станок сделан вручную на станках, на токарных, на фрезерных, на расточных, там, на универсальных, на любых. А вот этот на ЧПУ. Вот как вот так вот, что вот можно взять и да, вот это вот на этом, а это вот на том. Есть ли вообще такое? Или это все выдумки, или нет такого? Если нет такого, тогда получается, что вот как производитель сказал, на чем сделано, вот так вот оно и сделано. Или как это обстоит? Вот ваше мнение мне интересно. Потому что пока для меня выглядит следующим образом. Человек берет, точит и говорит, вот это ручное. Это один вариант. Другой вариант, допустим, где-то это сделано на ЧПУ, но чтобы там, скажем так, маленечко распиарить, так чуть-чуть там в лучшем свете подать, могут люди сказать, я не говорю, что говорят, но могут сказать, что вот это сделано вручную. А мы-то с вами можем это как-то проверить или нет? Вот такой вот у меня вопрос. Ну а на этом... и самое главное забыл. Ребят, я же фумфырик-то еще не открыл. Я же вел на пасашок, на прощальную, на ход ноги. Сколько же у нас тут осталось? Чашу заливал не полную, вполне себе. Мог бы там долить еще, я не знаю, грамм 50. Но тем не менее, вот смотрите, я думаю, что я вот так бы вот долил. То есть все, у кого дома есть вот такой стаканчик для заливания воды в утюг, налейте по край. Вот это тот объем, который вмещает в себя вот этот вот скатл от фениксов. Поэтому вот вы хотя бы примерно уже можете представлять, сколько входит туда воды. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до следующих встреч, что будет в следующий раз, я не знаю. Тянет на многое. Я вам уже на крупном плане показал, что будет. Ну, может быть, вы в комментариях подскажете. Если там ничего такого не будет, сам буду принимать решение. Но пока больше склоняюсь все-таки в сторону
двух вариантов. Или это гем, или 1.18 открытую попробовать. Вот как-то вот так вот. Но 1.18, наверное, все-таки не в приоритете, потому что когда вот работал с каналом, адаптацию, оптимизацию канала проводил, я посмотрел и, блин, ребята, что я там увидел? Вот сейчас бы второй раз я бы так не сделал. Потому что я прекрасно начал понимать тех людей, которые выходили и говорили: Вадим, блин, да ты что, это, говорит, вообще рекламный канал стал. Потому что там кругом стар. Остальные практически пропали. Бритье стартом таким, бритье стартом таким. Нет, я все понимаю, новый станок, ну ладно, вот 4 видео подряд, допустим, вышло, это ежедневное бритье. Ладно, понятно. Ну, презентация, ну тоже ладно, понятно. Ну, побрился каждый головой, тоже ладно, понятно. Но там-то их больше, реально больше. Поэтому вот сейчас от 1.18 с одной стороны надо, а с другой стороны я вас и так уже, наверное, стартом достал. Поэтому или 1.18, или гемы. Вот такая у меня пока в башке комбинация. Ну все, пока-пока. Берегите себя. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.